Привет, друзья! Сегодня подборка последних новостей, от которых трудно оторваться. Кого задержали в Италию по делу Северного потока? Почему в Германии закрывается целая служба помощи нуждающимся? Зачем правительство запускает комиссию, которая может переписать всю систему пособий? Как Висбаден обогнал почти все города Германии по числу автомобилей? И зачем Белый дом вышел в ТикТок и что это значит для международной политики? Почему почти каждый второй школьник в Северном Рейне-Вестфалии имеет миграционный фон? И о чем предупредили немецкие экологи канцлера Фридриха Мерца по поводу улавливания углекислого газа. Все эти темы я разберу по порядку, и каждая из них важна для понимания того, куда движется Германия и мир. Оставайтесь до конца, будет интересно, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Итак, в Италии задержан мужчина по имени Сергей К. Он считается первым подозреваемым в деле о подрыве газопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Прокуратура Германии выдала на него европейский ордер на арест. Его обвиняют в организации доставки взрывчатки на дно Балтийского моря и установке устройств, которые повредили 3 из 4 нитей газопровода. Следователи установили, что преступная группа использовала арендованную в немецком Ростоке яхту. Аренда была оформлена по поддельным документам через посредников. Сергей К. был задержан утром в Римени итальянскими карабинерами. После экстрадиции он предстанет перед федеральным судом в Германии. Генеральный прокурор ФРГ назвал арест значительным успехом в расследовании, которое стало одним из самых сложных высокопрофильных дел последних лет. А дальше еще одна новость для малообеспеченной группы населения Германии. В Бременхафене объявили о закрытии местной продовольственной службы «Тафель». Выдача продуктов людям с низким доходом завершится к концу этого года. Несмотря на активную работу волонтеров и значительный объем пожертвований, организация оказалась в критическом положении. Причины просты, но серьезны. Государственные субсидии на оплачиваемые рабочие места через центр занятости уже не покрываются, и финансирование закончилось к весне. Это означает, что те, кто помогал с логистикой и сортировкой, больше не смогут получать оплату. Вдобавок, арендованный холодильник, где находились скоропортящиеся продукты, понадобится арендодателю, и Тафель его теряет. А помещение на улице Сульфетштрассе присущи устаревшие стандарты, и оно слишком маленькое для задач. Проект обеспечивал, внимание, до 950 нуждающихся продуктами в 4 точках выдачи, в общей сложности 5-7 тонн еженедельно. Волонтеры выразили глубокое сожаление, многие назвали ситуацию очень тяжелой новостью. Мать-одиночка с 3 детьми призналась, что для нее это стало серьезным испытанием, ведь теперь ей придется отказываться от необходимых товаров, и последствия скажутся на всей семье. Союз благотворительных организаций теперь обращается к местным властям, бизнесу, фондам и инициативам, ищут способы спасти службу, возможно, переформатировать или передать ее другому оператору. Представитель региональной организации волонтеров уже провел переговоры и считает, что возобновить работу возможно, было бы желание и ресурсы, ведь подобные службы по силам организовывать и волонтерам, если общество откликнется. И это еще не все. С сентября федеральный министр по делам социальной политики Бербель Бас запускает создание специальной комиссии для пересмотра основных социальных пособий, таких как бюргергельд, жилищная помощь и детские выплаты. Новая комиссия должна до конца 2025 года предоставить предложение по реформированию системы, как это предусмотрено коалиционным договором. Главная задача комиссии – предложить социальные изменения, которые сделают систему более современной и простой, но при этом без потери уровня поддержки, а также добиваться эффективного и дружественного обслуживания граждан. В фокусе это слияние разных видов помощи, ускорение бюрократических процессов и активное использование цифровых технологий. В состав комиссии войдут представители федерального центра, региональных властей, муниципалитетов и эксперты из профильных организаций, от социальных до бизнес-ассоциаций и контрольных учреждений. С января 2026 года предложенные подходы должны быть перенесены в соответствующее ведомство для внедрения и дальнейшей проверки. Министр Бас подчеркнул, что сильное социальное государство остается важной ценностью, но его работа должна быть ориентирована именно на людей эффективно и оперативно. При этом уровень социальной защиты следует сохранить, несмотря на рост затрат, финансируемых из налогов и взносов.
И еще одна интересная новость Германии. В начале 2025 года город Висбаден оказался на третьем месте в Германии по количеству автомобилей на душу населения. По данным статистики, в столице земли Гессен было зафиксировано, внимание, 776 машин на каждую 1000 жителей. Это выше, чем по всей земле Гессен, где 622 автомобиля, и значительно выше национального среднего показателя 590 машин на 1000 человек. Выше по этому показателю оказался только Вольфсбург на первом месте и округ Альцгеймхайм на втором. При этом в Висбадене наблюдается довольно резкое снижение плотности на 8,5% по сравнению с началом 2024 года. Интересно, что в силу большого числа студентов в городе Дармштадт, тоже в Гессене, автомобильная плотность оказалась самой низкой по региону, всего лишь 442 машины на 1000 жителей. А крупнейший город земли Франкфурт на Майне показал показатель всего лишь 458 автомобилей. Таким образом, несмотря на уменьшение количества автомобилей в Висбадене, город все еще остается одним из наиболее автоемких в стране с серьезной нагрузкой на городские улицы и инфраструктуру. А дальше неожиданная новость из Соединенных Штатов Америки. Белый дом запустил официальный аккаунт на платформе TikTok. Это необычный ход, учитывая, что приложение неоднократно подвергалось резкой критике со стороны федеральных ведомств как возможная угроза безопасности. Аккаунт появился накануне вечером, и первого же поста сопутствовал краткий видеоролик с участием президента. «Я ваш голос», гласит текст наложенной фразы. Новый аккаунт получил название «Собака White House». Это решение объясняется желанием администрации напрямую общаться с широкой аудиторией, особенно с молодыми пользователями. Именно они сыграли заметную роль на выборах 2024 года. По словам пресс-секретаря Белого дома, поступивший таким образом сигнал говорит об уверенности в платформе и стремлении использовать все возможные каналы коммуникации. Оператор TikTok в США, это китайская компания ByteDance, уже давно находится под давлением. Он должен был продать активы или быть заблокированным согласно действующему законодательству. Однако президент временно приостановил исполнение этого закона и неоднократно продлевал сроки для разрешения вопроса. Запуск официального канала в ключевом правительственном институте воспринимается как сигнал о том, что платформа сохранит присутствие в американской медиасреде, по крайней мере, в ближайшем будущем. А теперь важная новость. В Северном Рейне-Вестфалии почти половина учащихся имеют, внимание, миграционный фон, каждый второй школьник. По данным Земельного министерства, в среднем на общих и профессиональных школах этот показатель составляет 44%, на общеобразовательных около 46%. Особенно много таких детей учатся в главных школах. Там их доля достигает 65%. В ответ на эти цифры профсоюз учителей призывает перестать видеть в разнохарактерных классах проблему и начать воспринимать разнообразие как ценное обогащение. Он требует серьезных инвестиций, больше уроков по языку с самого начала, развития межкультурной компетентности преподавателя и индивидуальную поддержку, особенно в детских садах и начальных школах. Эти данные показывают, как важна адаптация системы образования. Если обеспечить необходимую поддержку, разнообразие в классе действительно способно укрепить образовательную справедливость и создать ту среду, где каждый ребенок может раскрыться. А дальше еще интереснее. Федеральное ведомство по охране окружающей среды предупредило канцлера Фридриха Мерца о риске слишком большого упора на технологию улавливания и хранения углекислого газа. Президент ведомства по охране окружающей среды Дирк Месснер подчеркнул, несмотря на привлекательность идеи, ее потенциал остается ограниченным. Инфраструктуры и достаточных возможностей для хранения большого объема СО2 пока нет. Это значит рассчитывать только на технологию улавливания и хранения углекислого газа СО2, особенно вместо масштабного сокращения выбросов в сфере строительства, транспорта и промышленности, ошибочный путь. По данным Месснера, представление о том, что страна может мгновенно перейти к широкому подземному захоронению углекислого газа, нереалистичны. Для этого потребовалось бы значительные инвестиции в инфраструктуру, а также масштабные исследования и разработки.
По его мнению, вместо одной технологии нужно использовать все доступные инструменты, от перехода на возобновляемые источники до усиления природных поглотителей углерода. Только тогда возможна климатическая нейтральность к 2045 году. А я напомню, правительство недавно одобрило меры для расширения использования технологий улавливания и хранения углекислого газа, включая промышленные отрасли и газовые электростанции. Мир спозиционировал ее как вклад в борьбу с глобальным потеплением, но ведомство по охране окружающей среды ставит под сомнение такую одностороннюю стратегию. Речь идет о комплексном подходе, технологии и преобразований должно быть больше, но не в ущерб устойчивому развитию. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.